Привет! Если нас смотрят не только наши родители, то... Меня зовут Даша. А меня Рома. Мы снимали этот блог уже 2 года назад, но никак не могли собрать финальный монтаж. Потому что я моушн-дизайнер без сапог. Я никак не могла закончить анимацию, мне не получалось интро, и без графических элементов все, естественно, разваливалось. А я инженер и программист. А толку от меня в этом деле никакого. Сейчас, конечно, все это смотреть очень смешно, потому что уровень драмы зашкаливает. Нам казалось, что проехать 40 километров — это что-то невозможное, и за один день мы точно не успеем. Сейчас, конечно, после 2 лет интенсивных тренировок и велопутешествий уже совсем не так, и мы можем проехать и даже 50 километров, и даже, может быть, 70. В общем, смотрите, что получилось, ставьте лайки, колокольчики. А то вдруг через 5 лет мы выпустим еще один видеоблог, а вы пропустите. Там льют дожди, а мы поедем 80 километров на велосипедах вдоль океана. На великах. За огромной горкой какой-то пиздец. Думаю пойти обратно сдать велики. У нас все болит. Мы собрались в безумное путешествие на север Франции, Нормандию, в середине октября. Там льют дожди, а мы поедем 80 километров на велосипедах вдоль океана. Мы закладываем всего по 20-40 километров в день, немного, но учитывая то, что нас ожидает дожди и холод, будет весело. Трувиль. Ну, от поезда нам 35 минут топать. Чистая кровь. А где для грязнокровок? Угол нас повел через территории каких-то конюшен. Здесь повсюду стоят специальные машины для лошадей. Пахнет лошадками. И, похоже, мы упираемся в забор, дальше которого не пройти. Давай прыгаем кровать. Оказывается, в Дювиле, Трувиле нет Убера. Решишь, что нафиг на велике ездить, лучше на такси перемещаться. Вместо 9 часов рентал открывается в 9:45-10 приблизительно. Наивно было думать, что французы откроются вовремя. Наивно было думать, что информация, которая указана в имейле, соответствует реальности. Да. Поэтому мы идем искать кофе с круассанами. В 10:44. Мы почти готовы ехать. Дорога вот эта, типа, довольно опасная. Ну, типа, тут Руциклябль, он идет вокруг. И, ну, это мы нас займет гораздо больше времени просто. Мы, возможно, даже не сможем так успеть. А тут, типа, очень много, она очень ветляет. Видимо, мы поедем там. Но у нас выбора нет. У нас особо выбора нет. В Трувиле, в Гавр, потом вот это.
Что, начала или нет? Да. По чуть-чуть Короче, стало. прошло 20 минут. И мы уже остановились и думаем пойти обратно сдать велики. Потому что это жопа. Это то, что мы проехали. Там еще горка еще будет. А это то, что перед нами. Перевоплотил своего велосипедиста. Подушечка. Как мы на самом деле едем на великах. Мне очень тяжело. И это только самое начало. Мы едем, проехали, всего ничего. За огромной горкой, это какой-то пиздец. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came. What's the risk? Are you willing to take? Вот там, видимо, уже Гавр. Единственный большой порт. То есть нам нужно проехать будет. Где мой палец? Типа вот там и там по мосту и туда. Journey waiting to start. Go apart. Couldn't change that, my love. Я хочу домой, все. Хочу, чтобы у нас так дом выглядел. Farther than we've been. A journey waiting to start. Imagine us going far. Oh, and we'll go farther than we've been ever before. Are you giving me the chance? Ты доволен, что мы сюда зашли? Прикольно. Was before us here. So you see what I've been telling you. Nothing like it seems. What I've been telling you. Вот Гавр остался там вдалеке. What I've been telling you. Oh, what I've been telling you. Мы выехали из Трувиля, пообедали и отдохнули в Амфлёре, пересекли мост через Сену. И теперь направляемся в Гавр, нашу финальную точку на сегодня. На эстакаде. Только я порадовался, что нам не нужно платить пеяж. Оказалось, что чтобы спуститься, нужно спускаться либо на лифте, либо по этой лестнице. Высоко. А мы вот с этим. А лифт не работает. Класс! А, дождь, да? И ветер. Сейчас мы едем и радуемся прекрасной велодорожке, которая, к нашему удивлению, уперлась в двухполосное шоссе без обочины и радостно бибикающими при виде велосипедистов фурами. Помаши ручкой. Мы даже вернулись обратно к мосту, но другой дороги не нашли. Вот всегда нравятся мне такие места. Ехал на велике, а дальше что? Перебегать? Перебегать. Мы находимся на главной площади в Гавре, это отель Девин. И он выглядит как
типичная главная площадь в любой стране постсоветского пространства. Дома непонятные, пустоты на проспекте Славы. Собор в ремонте. Reasons to leave the seasons, this breezes Jesus. The seizures about as cool as my t-shirt. This chick is old school like Shelto Adidas. She feed me shellfish, I need it. Since I don't eat beef or chicken, pork always bleeding. Y'all had enough of your summer, go leave and go back to Bummer, Ohio. Why only wild out on the weekends? I'm on a surface safari with a stunner for certain. Sir, I'm sorry if you only thought of putting just your feet. Я не знаю, как мы поедем дальше, потому что ветер просто сдувает. Иногда ветер вылетает из какого-нибудь поворота, и мне приходится делать так в сторону великом, потому что он сбивает с ног. Но я надеюсь, дальше будет потише. Не знаю, может, гавр какой-то супер открытый. Now all them girls that got kids go out. Капли около океана, ветер очень жестко. Я думаю, это слышно. It's like a free so out. I was there to get a seat. I was good up in the air. My thoughts are so unique. I may blow now. Bloody Mary mix with beer, beer. Google, спасибо за эту прекрасную дорогу. Вот почему Роман такой худой, а я нет. Пиздец. Ты похудел? А? Ты похудел? Да. Мы сидим в городе Октавиль-Сюрмер. И в единственном ресторане, который есть в этом городе, нет мест. И уже закрыли кухню. Поэтому мы идем сэндвичи. Заехали на ферму местную. Здесь можно купить тыквы, овощи всякие, в общем, местное производство. Морковку просто так тебе надергают. Сразу купишь. Очень прикольно. Мы почти рядом. Доехали в Атрита. Роман пошел в офис до туризм узнавать, есть ли другая дорога обратно, потому что наша была, мягко говоря, не самая приятная. Мы ехали вдоль шоссе все время. А нам говорили, что тут велодорожки повсюду проложены. И почти все время будет плоско, но мы ехали все время либо под горку, либо в горку, и я бы не назвала это плоско совсем. И завтра нам, конечно, будет очень плохо, потому что завтра мы должны проехать больше, чем мы сделали вчера и сегодня. Завтра мы должны вернуться в Монфлёр и должны вернуться туда не затемно. Офигенно. Наш очень маленький и миленький отельчик в Атрита. Живем в таком отеле. Сами в шоке. Какое-то супер древнее здание. Красиво. Ничего не слышно из-за шума прибоя и из-за ветра. Ну классно, красиво. Все выше, выше и выше. Нет подсказки.
Очень сильный. Смотрели на эту гору с одной стороны, теперь смотрим на нее с другой стороны. Состояние после путешествия. Хожу лес. Нет, нельзя, что ли, вот это играть? Они говорят, заблокировано. Смотри, я что-то выиграл. Я снова стало 20. Почему-то 4 кредита. Я не понимаю, что происходит. День третий. Мы возвращаемся обратно. И вчера так весело ехали вниз, а теперь идем пешком наверх, потому что это просто невозможно. Для меня. Проехали очень опасный участок дороги, там где нет велодорожки, нужно ехать по краю, как называется, Оторут. И мимо нас проехало 0 фур. И вообще машин нет. Классно. Классно в субботу. Мы почти приехали в Гавр. Мы тут рядом с Гаврским аэропортом. Прыгают парашютисты. У нас все болит. Очень плохо, очень больно. По дороге случайно заметили знак. Выставка современного искусства. Зашли, и оказалось, что тут человек, который здесь живет, сам делает картины, скульптуры, ну или его друзья. И бесплатная выставка. Могу сказать, что на 4-й день стало полегче. Мы вчера вечером знатно отдохнули. Мы где-то часов с 6 уже не ездили на велосипедах. И сегодня, например, на большую горку, вот только что сейчас я забралась довольно-таки легко. Ну, тяжело, но легко по сравнению с предыдущими днями. У нас очень маленькое расстояние сегодня, всего, ну, типа 17 километров, наверное. Приедем в Дувиль, сдадим велосипеды и поедем на автобусе домой. В Фликсбюсе едем в Париж. Дождь начался, как только мы сдали велосипед. Буквально через 5 минут. И с тех пор не останавливается. Соскучился в Маргахе сидеть.